Привет! А сегодня я построю автомобиль из игры Atomic Heart. Это футуристический москвич из СССР, которого не было. Сегодня я покажу, что советские тачки могут быть еще и крутыми. Меня зовут Даша, вы на канале Dasha Models, и я строю гоночный москвич. Не китайский. Деталей в наборе москвича было немного, это только кузов, днище, салон и пару деталей обвеса кузова. Но модель напечатана на 3D принтере, что влечет за собой некоторые трудности. В частности, перед окраской мне надо удалить все поддержки. Это довольно муторный процесс. Их много, но крепление их сделано в незаметных местах, что облегчает процесс обработки деталей. Что лучше, модель из смолы или 3D-печать? И у меня пока нет ответа. Обе технологии позволяют небольшим фирмам реализовывать мелкосерийный выпуск моделей. Везде есть свои плюсы и минусы. Кстати, вторым основным минусом печати модели стали следы слоев печати. Москвич выполнен по технологии SLA-печати, а это значит, что модель формируется посредством послойного затвердевания. И вот результатами этого затвердевания покрыты все детали этой модели. И очень похоже, что фирма Red Iron печатает модели на принтере типа Anycubic, такой как у меня. То есть, скорее всего, это обычный китайский любительский 3D принтер. И думаю, что на более дорогих моделях принтеров результат будет намного лучше. Не знаю. Что это вообще такое и что это за машина и откуда она взялась? Это дизайнерский концепт, оживший в пластике. Москвича в таком виде, естественно, никогда и не существовало. Модель сделана фирмой Red Iron по мотивам художника и дизайнера Андрея Ткаченко. Андрей Ткаченко работает в стиле, я бы назвала его совет-панк, по аналогии со стилями дизель и киберпанк. То есть в его творчестве явно проглядываются мотивы об альтернативном и, возможно, даже более лучшей версии Советского Союза. Хотя, кто его знает, к такому творчеству можно относиться по-разному, и это правильно. Творчество должно вызывать эмоции, неважно какие, и немного задуматься. Мне интересны такие концепты. Мне кажется, так мог бы развиваться советский дизайн в случае, если бы когда-нибудь после войны Советский Союз пошел бы по пути современного Китая. Этакая смесь социализма с госкапитализмом. А стиль совет-панк мне нравится намного больше, чем альтернативное развитие русской цивилизации в виде постапокалипсиса из миров игры «Сталкер» или же книг «Метро 2033». А, кстати, пару лет назад я строила фантазийный ЗИЛ, который мог бы быть дальнобойщиком из мира «Метро 2033». И я рекомендую посмотреть это видео по ссылочке в описании. А купить модели советских автомобилей можно в магазине «Модельная лавка». Быстрая доставка и широкий ассортимент моделей делают этот магазин одним из самых лучших. Даже я им регулярно пользуюсь. И по этому промокоду у вас будет скидка в 500 рублей на первый заказ. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. Я начинаю окрашивать модель. Фотополимерная смола довольно пористая, так что краска на ней отлично держится. И тут даже не нужен грунт. Ну и отлично. Сначала я окрашу простые элементы модели черным цветом, салон и днище. И для этих целей я использую акриловую краску от фирмы Gemscale. И также окраске подвергнется внутренняя часть кузова, то есть фрагменты салона. А также я рекомендую подписаться на мои другие социальные сети. Например, на Дзен, где регулярно выходят видео и посты, которых нет в YouTube. В группе ВК можно поделиться своей работой, а благодаря телеграм-каналу вы не пропустите новый контент. Также в Телеграме есть чат моделистов, где можно задать свой вопрос, и в этом чате иногда сижу и я. Ссылочка на все ресурсы есть в описании к видео. А вот теперь я окрашу кузов модели в основной цвет, как я тогда думала. Я хотела воспроизвести модель в цветовой гамме, как это показано на бокс-арте. И для этого я выбрала акриловую краску от фирмы Gemscale цвета коммунальной службы. Но после нанесения первого слоя я увидела большое количество незачищенных артефактов 3D-печати. И мне пришлось думать над тем, как мне перекрасить москвич. Кстати, именно в таком оранжевом цвете я показала эту модель на своем стриме, который проходил пару недель назад. А полная запись стрима доступна на моем бусте. А фрагменты стрима я постепенно выкладываю в моей группе ВК и на странице в Дзен. Ссылочки на все ресурсы есть в описании. И мне, наконец, попали под руку аэрозольные краски от фирмы «Звезда». Это был знак. Надо было красить москвич именно ими. И это нитроакриловые краски. Я не очень понимаю, что это значит, но результат они дают просто впечатляющий. Идеальная ровная поверхность без намека на шангрень и приятный блеск, который, кстати, можно довести до идеала легкой полировкой, что я и сделала. И москвич сразу выглядит намного круче. А пока сохнет кузов, я займусь ручными работами. Я прорисую элементы салона, в частности обивку кресел. И для этих целей я применяю акриловые краски от ACM. Их уже год нет в нашей стране, но мои запасы все никак не кончатся.
Интересно, что тема несбывшегося Советского Союза будоражит умы современного общества. Это интересно отображается и в массовой культуре. И эту тему затрагивает, например, сериал «Обратная сторона Луны». И как раз эту тему продолжает игра Atomic Heart, которая вышла в свет буквально на днях. И я думаю, что в таком мире вполне мог бы существовать как раз гоночный пацанский москвичонок. И знаете, эстетика такого дизайна мне напоминает мультики из моего детства про спидигонщика. А еще одну модельку, которая отдает немного фантазиями из Atomic Heart, я построила пару лет назад. И это советский шаротанк, железный шар Сталина. Так что очень рекомендую посмотреть это видео. И я тоже люблю пофантазировать о технологическом будущем нашей страны. В прошлом году я делала диораму на тему русских геологов из будущего со своим верным другом шагающим Уралом. И мне кажется, что благодаря консервативному мироощущению русского человека и одновременно разящей пассионарности наши технологии так и будут предоставлять гремучую смесь из передовых и архаичных технологий в одном изделии. И что любопытно, что художник под ником Кайселекс вдохновился моей работой и нарисовал шагающий Урал в своем видении. Очень классный арт. Теперь очень ответственный момент. Я хочу сделать характерную белую полосу, которую рисуют многие моделисты, которые взяли «Москвич» к себе в работу. Такая полоса вполне соответствует ретро-футуристичному дизайн-коду, так что она будет уместной и интересно разнообразит однотонный синий образ автомобиля. Но чтобы у меня получилось прорисовать эту самую полосу, мне надо спрятать результат предыдущей моей работы скотчем. И самое главное, спрятать именно весь кузов, так как белую полосу я буду наносить аэрозольной краской, и у нее слишком большой факел разброса краски. А вот тут, собственно, я и наношу белую краску на модель, белой аэрозольной краской от фирмы «Звезда». И что любопытно, даже белая краска от этого производителя у меня оставила только положительные эмоции. Кисточкой черной краской я поправлю днище москвича и нарисую металл на тормозных дисках. Хотя какой в этом смысл, если за колесными дисками их все равно не будет видно? И теперь очень сложный этап в работе над моделью. Это окрашивание в цветохром молдингов. Это прям настоящее испытание. Тут нужно, очень точно работать кисточкой. И я вроде бы даже справилась. Также краской цветохром я покрашу переднюю облицовку автомобиля и отражатели фар. Надо не забыть и про ручки и стеклоочистители, они же в народе дворники.
Продолжаю заниматься ручным трудом, и мне надо окрасить дверные карты в цвет, соответствующий креслам, то есть под кожу. И в черный цвет я окрашу кронштейны переднего спойлера. А теперь я попробую методом сухая кисть выделить надписи на покрышках – гоночные шины. Кстати, на этой модели шины типа Slick, то есть без протектора, что может говорить о трековом назначении болида. И доработаю молдинги на боковом обвесе гоночного москвича. Черной смывкой я выделю рельеф москвича, и тут я использую классическую смывку на основе растворителя. Но, как показал опыт, если ты красишь модель нитрокрасками, то лучше применять смывку на водной основе, чтобы избежать взаимодействия краски со смывкой. И теперь я удаляю излишки черной жидкости при помощи смоченной в White Spirit тряпочки. Ну вот и почти финальный момент в работе над москвичом. Это проработка задних фонарей. Они тоже напечатаны на 3D принтере, только из прозрачной смолы. И вот такой фантастический советский москвич у меня получился. И я очень довольна своим глянцевым экспериментом. И надеюсь, процесс работы над москвичом вам тоже понравился. До новых встреч. Пока-пока. А купить наборы для сборки подобных автомобилей можно по ссылочке в закрепленном комментарии.